Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня основы, база, так сказать. Вообще, я давно хотел снять серию таких базовых видеорецептов, которые позволят вам, соединив знания, полученные из видео, со своей фантазией, богатой фантазией, добиваться на кухне невероятно профессиональных результатов, а главное вкусных результатов. И сейчас сезон пирогов и тартов, а вкусные тарты просто невозможно без правильной, хрустящей, вкусной основы. Я покажу, как это сделать, расскажу обо всех тонкостях, деталях, ничего не утаю. Следите за руками. Поехали! Тесто, из которого делается правильная песочная основа для тарта, называется pâte sucrée. Рецепт этого теста я привез из института Поля Бакюза. До сих пор им пользуюсь уже больше 10 лет. Эта основа является частью многих видеорецептов на канале. Делать правильную песочную основу для тартов совсем не сложно. Тыц-пыц и готово. Берем чашу для смешивания. Не берите слишком большую чашу для смешивания. Если готовите тесто всего для одного тарта, так, чтобы там все это не размазывалось по стенкам и дну, такую чашу среднего размера. Сливочное масло должно быть мягким, комнатной температуры, вот прям кремовым, легко разминающимся лопаткой. Добавляем его в чашу. Берем миксер. Я буду использовать ручной миксер, это удобно. Можно использовать стационарный. Можно, конечно, вообще обойтись без миксера, венчиком или вилкой, но тогда придется попыхтеть. С миксером все-таки все гораздо проще и быстрее. На скорости выше среднего превращаем размягченное масло в крем, чтобы никаких комочков там не было. Миксером взбиваем где-то секунд 30. Дальше необходима сахарная пудра. Можно использовать мелкий сахар, обязательно мелкий сахар, но основа, приготовленная с сахарной пудрой, получается лучшего качества, более хрустящей, и обращаться с тестом, где вместо сахара используется сахарная пудра, гораздо проще. Добавляем к маслу. И опять же все это с помощью миксера взбиваем, перемешиваем до светлой кремовой массы. На скорости выше среднего взбиваем все это 1 минуту. В процессе обязательно возьмите лопатку и соберите все со стенок, с дна, чтобы все там это смешалось, взбилось равномерно и однородно. Для этого рецепта целые яйца не нужны. Нужны только желтки, поэтому заранее, или в процессе отделяем желтки от белков. Желтки добавляем в чашу по одному. Добавляем один, тщательно с помощью миксера вмешиваем. Добавляем следующий, снова вмешиваем и так все желтки. Вмешав все желтки, также тщательно проходимся по стенкам, по дну, чтобы все там это однородно перемешивалось. Добавляем немного соли. Вмешиваем с помощью миксера. И добавляем последний ингредиент, важный ингредиент – муку. Для основы, для классической основы и для теста pâte sucrée используется обычная пшеничная мука. Если вы хотите получить шоколадную основу, замените небольшую часть муки какао. Если хотите, чтобы ваша основа получилась миндальной и такой более рыхлой и рассыпчатой, можно часть муки заменить миндальной. Муку в чашу лучше добавлять просеивая, не для того, чтобы что-то там насытить кислородом, очистить муку, нет. Просто для того, чтобы никаких комочков там не было, чтобы мука добавилась максимально однородно, чтобы проще ее было вмешивать. И вмешиваем муку уже с помощью лопатки. Хорошо, тщательно соединяя муку с остальными ингредиентами. Но долго ничего там не месим, не мешаем. Как только все собирается вместе в такой комок теста, попробуйте его пальчиками, оно должно быть уже совсем не липким. Если берете кусочек, ничего к пальцам не прилипает. Достаем тесто из чаши, собираем его в шар, такой плюс-минус гладкий шар, расплющиваем в лепешку, стараемся сделать ее ровной, круглой, оборачиваем пищевой пленкой. И теперь тесту нужно дать отдохнуть
полежать в холодильнике, охладиться 1,5-2 часа. Можно оставить и на ночь, можно вообще оставить на несколько дней, дня 3-4, оно опять же легко пролежит в холодильнике. Или вы можете убрать его в морозилку, и там оно легко пролежит несколько месяцев, если вдруг решили наготовить тесто впрок. Когда тесто охладится, отдохнет, можно работать дальше. Для выпекания основы для тарта нужна форма. Форму я использую вот такую вот удобную, разъемную. Очень рекомендую обзавестись ей. Очень удобно извлекать основу из формы с помощью вот этого съемного, вынимающегося дна. Присыпаем столешницу мукой. Выкладываем туда тесто. Тоже сверху его присыпаем мукой, излишки стряхиваем. Скалку можно тоже присыпать мукой. И раскатываем тесто до размера формы. Чуть большим диаметром, чтобы удобнее было его в форму перенести. Можно пару раз перевернуть тесто туда-сюда аккуратно. Тесто все-таки очень нежное, чтобы ничего не поломалось. Присыпаем тесто небольшим количеством муки со столешницы. Излишки обязательно стряхиваем. Проверяем формой диаметр, до которого нужно раскатать. Отдохнувшее тесто должно раскатываться легко, без каких-то проблем. Оно получается достаточно пластичным. Толщина пласта где-то 4 мм. Все раскатав, аккуратно собираем тесто, так вот закручиваем его на скалку. И скалкой же переносим на форму. Аккуратно распределяем по бортикам, дну. Никуда истерически не торопимся, но медлить тоже сильно не нужно, чтобы тесто не таяло. Тщательно вот так вот прокладываем бортики, чтобы тесто, основа хорошо прилегала к форме. Излишки теста можно снять вот так вот, пройдясь скалкой по поверхности формы. Или для более верного результата использовать тыльную сторону ножа, не лезвие, не тупим ножи, тыльной стороной вот так вот аккуратно по краям проходимся, снимая излишки теста. Излишки теста можно собрать вместе, пока убрать в холодильник, потом можно наделать печенье или использовать для приготовления парочки небольших тарталеток. Берем вилку и делаем на дне несколько проколов, для того, чтобы тесто в процессе выпекания с дна не поднималось, не набухало и не рвалось. В таком виде убираем тесто в холодильник ненадолго, минут на 20-30 или в морозилку минут на 10. Дальше все будет зависеть от того, какую начинку вы решите использовать для своего тарта. Если начинка не очень жидкая и в ней немного сока от тех же ягод, фруктов, например, то можно выпекать тарт прямо вот в этой охлажденной форме без предварительного подпекания. Если же начинка какая-то жидкая, например, какой-нибудь флан, или фруктово-ягодная, где будет много сока от тех же ягод или фруктов, тогда начинку лучше предварительно подпечь. Это называется blind baking или слепое запекание вслепую, или по-русски подпекание с грузом. В качестве груза можно использовать специальный кондитерский груз, это обычно какие-то мелкие такие круглые камешки, либо сделать груз самостоятельно из риса, фасоли, мелкой фасоли. У меня микс риса и мелкой фасоли. С помощью этого микса я легко и хорошо, тщательно заполняю любую форму. Хранится такой микс годами, у меня уже, я не знаю, больше 5 лет. Мы в дом вместе с ним переехали из прошлой торонской квартиры. В общем, это не на один раз, просто используйте, когда необходимо, и снова возвращаете в банку, где он будет у вас храниться. Вечно. Почти вечно. Несколько лет точно может храниться. Духовку тут сразу разогреваем до 170 градусов Цельсия, 340 Фаренгейта. Также для предварительного подпекания основы нужна бумага. Бумагу лучше хорошенько помять. Не просто бумага, а бумага для выпечки, понятное дело. Бумагу мнем, чтобы сделать ее более пластичной, чтобы проще было проложить ей форму. И вот такой хорошенько мятой бумагой прокладываем форму для выпечки теста. Прокладываем бумагой все тщательно, и дно, и бортики. Засыпаем туда груз.
И также тщательно, равномерно его по форме раскладываем, чтобы хорошо все прилегало, особенно к бортикам. И в таком виде с грузом, с бумагой ставим форму в духовку, уже разогретую до 340 градусов Фаренгейта, 170 Цельсия на 10-12 минут. Тесто должно подпечься, все это там должно схватиться, чтобы уже ничего не оползало, не оседало при дальнейшем выпекании. Достаем из духовки, убираем бумагу с грузом. Если ваша начинка предполагает выпекание, вы заполняете ею форму и отправляете на подпеченной основе в духовку на время и температуру, которые необходимы для начинки, которую будете использовать. Но бывает начинка, которую не нужно выпекать. Например, какие-нибудь чизкейки без выпечки, какие-нибудь кремовые начинки из того же заварного крема, чтобы сверху можно было добавить каких-нибудь ягод и фруктов. В общем, если начинку выпекать не нужно, то тогда основу нужно уже полностью допечь. И вот в таком виде, без бумаги, без груза, отправляем ее в духовку, все так же разогретую до 340 градусов Фаренгейта, 170 Цельсия, еще минут на 15. Остывший груз снова засыпаем в банку, закрываем и убираем в шкаф до следующего раза. Как только основа слегка подрумянится, схватится полностью, самое время доставать. Она не должна ни перерумяниться, ни подгореть, чтобы она получилась такой красивой, идеальной и ровной по цвету. Даем основе немного отдохнуть в форме, минут 10, и затем аккуратно из формы извлекаем. Если вы используете, как и я, разъемную удобную форму, то делать это будет просто как тыц-пыц. Снимаем донышко. Хрустящее дно, бортики, идеальная со всех сторон, получается основа для тарта, которую можно заполнить сейчас каким-нибудь кремом, сверху какие-нибудь фрукты или, может быть, конфитюром. В общем, можно нафантазировать все это слоями. На самом деле на канале уже очень много разных рецептов, идей для использования таких основ в любом виде. И с подпеканием, и без подпекания, и с полным выпеканием. Вам остается не только выбирать, но и подключать собственную фантазию и творить, творить, творить. Все для этого у вас уже есть. Здесь разок попробуйте, ну, может быть, пару раз, и будет получаться у вас не то что не хуже, а гораздо лучше, чем у меня. И без каких-то ошибок, потому что все ошибки я делаю за вас, когда отрабатываю тот или иной рецепт, прежде чем представить его в видео. Ну и раз пошла, как говорится, такая пьянка в комментариях к этому видео, я предлагаю делиться вариантами разных начинок для подпекаемых, неподпекаемых, готовых основ. Давайте устроим там настоящий начиночный мозговой штурм, так, чтобы у всех было много-много идей в этом сезоне для самых-самых вкусных тартов, чтобы можно было радовать себя, любимых, близких. Список всех ингредиентов и все подробности вы, как всегда, можете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки. Не забывайте, пожалуйста, об этом, это важно. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, и присоединяйтесь к нашему мастер-классовскому сообществу. Там много интересного и тоже вкусного. Всем желаю отличного настроения, всего самого доброго и вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока.